2 недели назад на моем канале вышел ролик «Как спорить о вторжении в Украину со зрителями российского телевидения». Ролик набрал много просмотров, но вызвал закономерный вопрос. Почему жертв пропаганды зачастую не удается переубедить даже самыми сильными аргументами? Мы привыкли думать, что человеку достаточно предоставить несколько фактов, опровергнуть его контраргументы, и тогда он передумает и согласится с нами. Но реальность оказывается иной. Чем более обоснованной звучит наша речь, тем сильнее наш оппонент уходит в глухой отказ, а то и вовсе впадает в агрессию. Я думаю выпустить отдельное видео о том, как в принципе возможно вести антивоенную информационную кампанию. Это гораздо более широкая тема, чем просто частные споры со сторонниками войны или с родственниками, со знакомыми. Такой видос требует проговаривания определенных теоретических основ. Сделаем и такой. Но сейчас поговорим именно о частных спорах. Почему в наших разговорах с оппонентами рациональные доводы не всегда срабатывают, и как это объясняется с точки зрения психологии, и почему нам не следует из-за этого отчаиваться. Казалось бы, идеальным аргументом в спорах с людьми, поддерживающими так называемую специальную военную операцию, могут послужить фотографии уничтоженных украинских городов. Мариуполь, Волноваха, Харьков, пригороды Киева. Еще 23 февраля все эти города Украины жили нормальной жизнью, мирной жизнью, а теперь они полностью или частично превращены в руины. Снимки оттуда самый объективный довод против войны, ведь речь идет не о словах, не о личном мнении или индивидуальной интерпретации фактов. Фотографии не предвзяты. Вот была улица, а вот ее больше нет. И единственная причина – это российское вторжение. Остался от улицы лишь разбитый кирпич. Какие же еще нужны доказательства, что война против Украины преступна? Что она принесла разрушение и смерть для тех самых русскоязычных украинцев, которых Путин вознамерился непонятно от чего защищать? Но на многих сторонников войны такие фотографии не действуют. А то и вовсе начинают работать в обратную сторону. Почему? Все дело в особенностях человеческой психики. Неподготовленный человек способен воспринимать только ту трагедию, которая ему соразмерна. Идеальный пример – это фильм «Титаник». В 1912 году во время крушения «Титаника» погибли около 1500 человек. Сопереживать им всем, пропустить через себя трагедию каждого из них – это за пределами возможностей неподготовленной человеческой психики. Поэтому режиссер, снимая масштабную и дорогую киноленту о «Титанике», вывел на передний план лишь несколько отдельных персонажей, с которыми зритель сможет себя сопоставить. Потому что только через маленькие человеческие истории можно прочувствовать большую катастрофу. Посмотрите на эту фотографию, например. Это жилой дом в Мариуполе. Мы легко можем представить себе одну из квартир в этом доме и семью, которая в ней жила. Мы можем понять трагедию одной украинской семьи. Эти люди спокойно жили при СССР, при Кравчуке, при Кучме, Ющенко, Януковиче, Порошенко и при Зеленском. Жили, может, не очень богато и с какими-то бытовыми проблемами. Как и россияне, они тоже жили в неидеальном городе и в неидеальной стране. Может, когда-то и власть поругивали, голосовали то так, то сяк. Но главное, они жили. Они радовались своим успехам, преодолевали каждодневные трудности, растили детей и внуков. И обустраивали, понемногу улучшали свою жизнь. И тут, совершенно внезапно, приходит чужая армия и с громоподобными возгласами «сейчас мы вас всех освободим» приносит войну в их страну, в их город и прямо на их улицу, в их дом. И дома их больше нет, и квартиры тоже нет. Холодильника того нет на их кухне, где магнитики лепили из поездок. Все сгорает. От взятого в кредит компьютера, за которым сын Аболтус больше играл, чем учился, до фамильных фотографий, вместе с которыми безвозвратно погибает вся семейная история. Вы представили себе одну квартиру и одну украинскую семью. А можете представить себе 100 таких квартир и 100 семей, живших в этом же доме? Вряд ли у вас это получится. А теперь представьте себе 1000 таких жилых домов. На этом моменте человеческая психика перегружается, у нее вышибают пробки. Эмпатия отключается, сострадание перестает работать. Неподготовленная психика, столкнувшись с большой статистикой людских потерь, начинает воспринимать цифры просто как цифры, не замечая за ними живых людей. В будущем на школьных уроках по истории ученикам станут рассказывать о конкретных людях и личных трагедиях, связанных с войной в Украине.
Как, например, сейчас, говоря о блокаде Ленинграда, хороший учитель обязательно расскажет про Таню Савичеву. Ее персональная история оказывает несравнимо большее впечатление, чем все фотографии разрушенных домов и обезличенные статистические данные о потерях среди блокадников. Возможно, в будущие учебники войдет блокадный видеодневник, который вела в Мариуполе 15-летняя украинка Алена Загреба. Но это все потом. А прямо сейчас имеет смысл предложить стороннику войны провести умственное упражнение в обратном порядке. Пусть, глядя на снимок из разрушенного города со множеством сгоревших домов, он попробует представить себе одну отдельно взятую квартиру и одну отдельно взятую семью. Спорить со сторонниками войны – это, в принципе, очень энергозатратное занятие, которое может привести к безрезультатной потере ваших личных ресурсов. Поэтому иногда, может быть, оптимальный вариант – это не спорить, а предложить оппоненту просто продумать какие-то вещи самостоятельно. Посеять семена внутренних сомнений порой более эффективно, чем биться о внешнюю стену. Вы могли замечать при общении с людьми, одурманенными пропагандой, что они ведут себя по-разному. Некоторые из них реагируют так, как обычно реагирует человек, который действительно получил новую информацию. Они обсуждают ваши доводы, задают вопросы. Это хорошая ситуация. Значит, собеседник способен усвоить новые для себя факты. Но другие же начинают агрессивно все отрицать, превращаясь в глухую стену. Некоторые мои подписчики писали, что их родители, например, отказываются просто смотреть те ролики, которые, они им присылают, или родители, или другие родственники. Просто говоря, что они просто не хотят все это знать. Или люди иногда начинают кричать, типа, где вы были 8 лет? Или рассказывать, что в Киеве засели нацисты, а на сообщения о зверствах российской армии просто отвечают, что Путину это все невыгодно и все это фейк. И если с людьми из первой категории, которые все-таки, как-то ведут диалог, можно как-то его вести, и их даже рано или поздно, может быть, и получается переубедить, то с людьми из второй категории диалог затруднен. Рациональные аргументы на них не действуют, и что бы вы им ни говорили, выходит как об стенку горох. Почему же так происходит? Дело в том, что нашей психике трудно прощаться с иллюзиями. Особенно если это прощание сулит ей большие вопросы к совести. Хорошо, если вы готовы к таким потрясениям и можете к ним адаптироваться. Хотя, опять же, многие из нас-то не могут к ним адаптироваться. Многие в депрессии находятся все это время, потому что сложно принять, что мы граждане той страны, которые ведут войну. А уж менять свое мнение в этом направлении вообще очень тяжело людям. И многие к этому не готовы. Именно поэтому многие люди надолго застревают в отвратительных и человеконенавистнических взглядах. Они упираются прямо до последнего, даже когда, казалось бы, уже все факты говорят против их позиции. Это не новая проблема. Известно, что сторонники диктатур и тоталитарных режимов стоят на своих взглядах до последнего, даже когда кровавые преступления диктатуры давно установлены и хорошо освещены. Так, несмотря на все разоблачения сталинского режима, активные сталинисты в России есть до сих пор. Да что там Сталин? Даже у Пол Пота, одного из самых кровавых и одиозных диктаторов 20 века, после падения режима оставались сторонники. Они существуют и поныне. Оправдание путинской агрессии из той же оперы. Любому путинисту, если он пойдет на открытое обсуждение ситуации, придется отвечать, в том числе самому себе, на ряд неудобных вопросов. Например, формально у нас в стране могут существовать независимые СМИ, и можно выразить гражданский протест. А множественность точек зрения и право на плюрализм мнений закреплены в Конституции. Но если у нас можно писать правду и всегда можно поспорить с властью, то почему независимые СМИ и даже соцсети запрещаются? А журналисты получают задержание и даже уголовные сроки. Если у нас можно выразить свою позицию, выйдя на улицу, то почему протестные митинги разгоняются, а пикетчики, имеющие по закону полное право стоять с плакатом без каких-то согласований, задерживаются почти молниеносно? А почему наших освободителей от нацизма в Украине не встречают с цветами, а встречают с гранатометами? Почему гибель 18 мирных жителей на Донбассе в 2021 году – это геноцид? А гибель тысяч мирных граждан в результате нынешнего российского вторжения – это всего лишь неизбежные сопутствующие потери? Почему по телевизору говорят, что на крейсере «Москва» потерь нет, а потом журналисты берут интервью у родителей погибших моряков, в том числе срочников? И официальная позиция меняется. Потерь среди членов экипажа ракетного крейсера «Москва» нет. Все моряки были вовремя эвакуированы. Есть очень много подобных вопросов. И чтобы защититься от них, психика некоторых людей уходит в глухую оборону. Любое напоминание об уязвимости их позиции вызывает у них нервное напряжение, что и проявляется внешне в их агрессии.
Хорошая новость здесь в том, что тот, кто сейчас яростно все отрицает, скорее всего, на самом деле все прекрасно понимает. По крайней мере, в глубине души. Уверенный в своей позиции человек, как правило, не будет бросаться на вас с обвинениями. Агрессия – это явный признак того, что человек подспудно понимает свою неправоту и уязвимость. Он просто защищает свой мозг от информации, способной разрушить удобную ему картину мира. Кроме того, этот человек попросту не знает, что ему делать с этой неприятной информацией, если он с ней согласится. Ведь согласие с пропагандой не требует никаких действий. Россия несет добро и справедливость. Если ты согласился с такой позицией, то ты можешь жить себе спокойно дальше и ничего не предпринимать и даже особенно не беспокоиться. А вот признание того, что война России против Украины преступна, неизбежно приводит к мысли, что этому надо как-то противостоять. Да еще и непонятно каким образом. Между действием и бездействием мозг естественным образом выбирает бездействие и соответствующим образом подстраивает позицию. Как с этим бороться? Можно предложить собеседнику сделать то, что ему под силу. В нынешней ситуации диапазон безопасных действий очень узок, но он все-таки есть. В одном из недавних интервью советник Офиса президента Украины Алексей Арестович на вопрос, что бы он посоветовал делать россиянам, ответил, что одной из форм сопротивления является внутреннее несогласие. То есть начать можно с того, чтобы просто для себя признать, что ты с этим не согласен. Это уже хороший старт. Повторюсь, переубеждать людей очень сложно, а зачастую попросту бессмысленно. Гораздо лучше помочь им самим прийти к нужным мыслям. Объясните им, что внутреннее несогласие с войной – это и есть минимальное действие против войны. А когда человек знает, что ему делать, он ощущает почву под ногами. Перед заключением к этому ролику хочу вам прочитать один тред в Твиттере, который мой сторонник написал, а я ретвитил о том, как он убеждал свою маму. Может быть, вам будет полезно. Вот, значит. Хочу поделиться маленьким успехом, как я заставил родителей сомневаться, пишет человек. Живем мы в разных городах, так что видимся редко. Про ситуацию разговаривал по телефону только в первые 2 дня, потом понял, что бесполезно. И вот вчера приехал. Усадил их за ужином смотреть Каца. И дает ссылку на вот это вот, кстати, видео. Я от других тоже слышал, что они иногда срабатывают. Это видео вот показывают родителям. И вот дальше пишет, значит, человек. Смотрели молча, не разговаривали и не обсуждали. Папа после просмотра посидел задумчиво какое-то время и потом спросил. Ну правда, что мы там так долго делаем? У нас своих проблем хватает. Мама не очень прониклась. Российский солдат не способен на такое. Ну фейки же. Как раз то, о чем мы тут говорили. Дальше. Значит, обсуждали долго, с переменным успехом. И вдруг мама говорит, ну я не только по телевизору видела, в YouTube тоже так говорят. Ладно, думаю, пишет, не все сразу, на сегодня хватит. YouTube хотя бы смотрят. Ну я пошел и молча подписал ее на нужные каналы и полайкал по паре видео. Все равно доступ я настраивал когда-то, так что, вот, значит, пишет. Редакция там, Шульман, Майкл Наки, Кац и все такое. Без жескача, конечно. В результате в рекомендуемом рецепты и идеи вязаных изделий стали перемежаться с расколом в Кремле и новыми иноагентами. Ну, посмотрим, думаю, пишет. Сегодня утром за завтраком снова разговор. Печаль полная, как будто вчера ничего не смотрели. Блин, думаю, все бесполезно. Мама, значит, ну Зеленский там клоун, пусть не мешают нам жить. Еле сдерживаюсь, пишет. Ладно, думаю, буду еще пытаться потом, не с первого же раза. Вот, кстати, верно, некоторые прямо портят, рвут отношения с родителями. Вот на этом месте человек мог это сделать, но не сделал. И дальше пишет. Вдруг сейчас днем подходит ко мне мама и говорит, смотрела сейчас YouTube, я начинаю с тобой соглашаться. Там такое. Почему людям не живется спокойно? Зачем все это? Выводы, пишет, которые я для себя сделал. Разговоры, как способ убеждения, малоэффективны. Особенно на первом этапе. Работает точно такая же аудиовизуальная, он пишет пропаганда, информация. У нас информация тут. И желательно создать иллюзию, пишет, что человек нашел информацию сам. Это уж как у вас получится, но альтернативная информация в таком формате, вот, видите, может помочь. С каждым днем у людей становится все меньше поводов поддерживать Путина. Снижается уровень жизни, из России уходят иностранные компании, растет безработица, растоптаны остатки свободы слова. А от так называемой путинской стабильности не осталось и следа. Еще и со всем миром поссорились. В то же время люди не видят альтернативы, но понимают, что сопротивление действующей власти может сделать лично их жизнь только хуже. Могут уволить с работы, отчислить из вуза или колледжа, а то и вовсе посадить в тюрьму. При этом им кажется, что
это на одной чаше весов, а на другой, что добиться ничего нельзя. Что власть настолько сильна, что ты выступишь против нее, тебя посадят и ничего не добьешься. Такие у людей ощущения. Конечно, это не может все не пугать, и отрицание происходящего – это банальная защитная реакция психики. Именно на этом строятся безумные цифры рейтингов поддержки войны. А совсем не на том, что все россияне как-то вместе сошли с ума, или менталитет у нас такой, что мы вдруг войну тут все полюбили. Наша с вами задача в этой ситуации – показать людям альтернативу. И начать можно с того, чтобы просто предложить людям для себя признать, что они против войны, что они против бессмысленных и беспричинных убийств мирных украинцев, что они против того, что наша армия напала на соседнюю страну. Можно даже ничего не говорить и не делать. Для начала просто признать для себя. Это уже альтернатива и начало пути. Большинство из тех, кто сегодня яростно защищает Путина и одурманены пропагандой, могут стать нашими лучшими друзьями и союзниками в течение считанных месяцев. К счастью для нас и, к сожалению, для Путина, путинский режим уже делает все для этого. Экономическая ситуация в России будет ухудшаться все больше, а это, в общем-то, и было основой стабильности путинского режима. Будущие протесты неизбежны, а наша ближайшая задача – сориентировать наших соотечественников и показать им причины их бед и объяснить, почему спасения не стоит искать ни в реваншизме, ни в диктатуре, ни под крайне левыми, ни под крайне правыми знаменами. Что наш путь не путь империи. Нам нужно прогнать из власти тех, кто забирает наши ресурсы и наших людей на войну, где они гибнут безо всякой цели, и главное, где они убивают наших мирных соседей. Этих людей, которые все это устроили, из власти нам нужно прогнать и судить. А самим потом пойти по нормальному пути нормальной европейской страны. Развивать у себя правовое государство, где закон един для всех, где на первом месте находится человек и его права, и где правительство и президент не думают о том, как сдержать НАТО, а думают о том, как сделать так, чтобы в нашей стране люди лучше жили. И мы это сделаем. Сейчас очень темное время, но оно пройдет. Не падайте духом и не разочаровывайтесь от того, что некоторые ваши знакомые и родственники пока что поддерживают Путина. Скорее всего, их время прозреть, пережить моральный слом и признать очевидные факты просто еще не пришло. Но оно скоро придет. А в ваших силах деликатно подтолкнуть их к этому. До завтра.